Всем привет, друзья! С вами я, Ксения Назарова. Я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». В своем сегодняшнем видеоуроке хочу показать вам рецепт одного лепесточка канзаши, который, независимо от того, какие вы ленты будете в нем использовать, он одинаково хорош и дает большой простор для нашей фантазии. Но лучше всего, как мне кажется, из него сочиняются необыкновенной красоты разные веточки. И сегодня я не удержалась и сама на себя примерила свое творение. Вот такой вот ободочек, который продублирован белыми перышками. И я считаю, что с нужным нарядом может быть использован не только на детском празднике, но и мама дочки может украсить свой образ таким вот прекрасным ободком, используя перья, не обязательно белые, может быть какие-то черные, с черным коктейльным платьем и так далее. Второй вариант такого же лепесточка сделан уже с использованием очень воздушного материала, ленты органзы, и абсолютно другое настроение нам дает. Любимый цвет моей дочери и многих девчонок в возрасте 7 лет – это, конечно, розовый. Здесь также веточки из глиттерного фоамирана использованы. Ободочек такой очень-очень зимний, новогодний, нарядный. Какой ободочек выберете вы, решать вам. Пожалуйста, учитесь вместе со мной делать красоту, занимайтесь творчеством с удовольствием, делайте красивые вещи для своих любимых, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, дорогие мои рукодельницы, сегодня будем делать замечательную зимнюю веточку, которую можно использовать на ободок, как брошку, заколку. Для нашей веточки нам могут понадобиться разные ленты. И сейчас покажу два варианта своих лепесточков. Вот первый вариант получился у меня, выглядит вот таким вот образом. И сделан он из атласной белой ленты шириной 5 сантиметров и продублирован металлизированной ленточкой стандартной ширины, тоже 12 миллиметров. Для того, чтобы изготовить такой лепесток, мы с вами отмерим отрезочек 7 сантиметров длиной. И также такой же длины отрезок тонкой ленты. Ленту 5 сантиметров мы складываем вдоль ее ширины пополам. Вот таким образом. Далее, там, где у нас два слоя, и там, где сгиб по противоположной стороне, да, прикладываем туда вниз вот эту вот ленточку металлизированную. И теперь делаем с двух сторон наш отрезочек, срезаем немножко по косой, чтобы наш отрезок приобрел форму трапеции, расширяющуюся к низу. Отрезали и при помощи пинцета и зажигалки сплавили все слои всех наших ленточек с одной стороны, и то же самое сделали с другой стороны. Вот что у нас получилось. Здесь сгиб. Такая вот трапеция. Теперь вот этот угол как бы мы стараемся разделить напополам и вот так согнуть. С одной стороны и с другой. Симметрично. Согнув, продолжаем складывать вот такую вот петельку. Вот что у нас получается. И маленький краешек срезаем
смотря какой длины лепесток. Если вам нужно покороче, то срезаем здесь больше. Срезав, мы обязательно сплавляем огнем зажигалки все слои ленточки. Прижимаем. Вот что у нас пока получилось. Теперь, держа к себе лепесточек боком, срезаем лишнюю толщину у лепестка. Нам она не нужна. Прихватываем краешек пинцетом и фиксируем все огнем зажигалки. Приплавляем место среза, как бы оплавляя вот эти вот острые уголочки. И получаем такую вот капельку. Вот что у нас получается. Вот. Из таких элементов можно делать и лепестки цветочков, и также такие вот веточки красивые могут получиться. Можно их как угодно компоновать, в зависимости от того, какой орнамент, какой рисунок вы хотите получить. У меня уже есть готовый ободочек с такими перышками. Так вот он выглядит. Основные элементы здесь вот эти лепесточки, плюс вот такая вот декоративная серединка, бижутерия, и низ ободочка проложен вот такими перышками. Добавлю последний штрих, и получится у нас ободок. Термоклей у меня разогрет. Наношу на стенки, на краешки лепесточка и вот такой вот новогодний аксессуар для девочки получается при помощи лепесточков. И сейчас хочу на второй половине своего видеоурока показать еще один вариант такого лепестка, уже из ленточки органзы. Вот такие вот лепесточки захотелось сделать на зимнюю, тоже на зимнюю тематику. Будет зимняя веточка из таких вот, не знаю, как назвать. Для изготовления такого лепесточка немного иной ширины ленты нам понадобится. Дублировать буду лентой атласной шириной 2 сантиметра и лентой органза шириной 7,5 сантиметров. Толстая такая широкая ленточка. Я отмеряю отрезок 9 сантиметров. 9 сантиметров. Девять с половиной можно взять, плюс-минус. И, соответственно, голубой ленточки тоже такая же длина. И делаем аналогично, складываем ленту вдоль, пополам. Прикладываем там, где у нас 2 слоя ленты, прикладываем 3-й слой, голубенькую ленточку, и также срезаем по косой
Срезаем небольшой уголок. И сплавляем, склеиваем при помощи огня все слои ленты. То же самое делаем с другой стороны. Хорошенько сплавляем все слои ленты, прижимаем, получаем вот такую заготовку и делаем то же самое. Вот этот уголочек стараемся еще напополам подогнуть и симметрично с другой стороны. Затем складываем пополам. Если нужен более длинный лепесток, то срезаем поменьше уголок. Мне нужно лепесточек покороче, поэтому срежу вот такой вот лишний краешек и склею при помощи огня зажигалки. Хорошенько склеиваю, чтобы не развалился наш лепесток. Вот таким образом получается у нас лицевая сторона. Теперь боком держим и срезаем лишний объем, который нам не нужен. Прихватываем пинцетом. И место среза тоже так вот приплавляем аккуратно. Ну, вот что у нас получается. Вот таких лепесточков уже у меня заготовлено несколько штук, и буду теперь составлять из них веточку. Для того, чтобы составить веточку, буду сбоку наносить капельку клея и, собственно, составлять композицию. Такой элемент из 3 лепесточков. Такой элемент. Оставлю пока как есть, и на самом ободке уже буду смотреть. В своем мастер-классе в предыдущем показала, как оплести ободочек. Итак, друзья, вот оплетенный мною ободок в предыдущем мастер-классе, вот такой серебристый. На него буду вот эту вот веточку устанавливать. И также сделала из фоамирана, вот из такого вот глиттерный фоамиран шириной 2 мм при помощи вот такого дырокола волшебного абсолютно.
сделала веточки зимние и буду украшать свою композицию этими веточками. Вот так вот легко и просто получается у нас еловая веточка. Какое-то количество уже есть, и далее буду смотреть, как мы крепим к ободку композицию. Не торопимся, ждем, пока подсохнет клей. Наша веточка будет зафиксирована. Наносим щедро клей на ободок, бережем ручки и фиксируем элементы нашей веточки. Главное здесь не торопиться и дождаться, пока клей подсохнет. А органза хороша тем, что она абсолютно невесомая, легкая. Вещи получаются такие вот воздушные. Несмотря на то, что веточка такая объемная, она смотрится абсолютно нежно, воздушно. Люблю органзу очень. Тут у меня 2. Может быть, добавлю дополнительные веточки, может быть, оставлю в таком виде. Еще я пока не определилась. Ну и последнюю все-таки подклеим с краешку и завершим нашу композицию. Остановлюсь на таком варианте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лепесточков получилось на веточке. И теперь хочется придать немножко новогоднего блеска и декорировать веточку такими еловыми веточками, которые будут так очень сразу новогодний колорит придадут мои веточки всей этой истории. Главное сделать аккуратно и фиксирую только в самом начале. Хочется, чтобы они вот так вот художественно торчали на моем ободочке. Вот как-то так это будет выглядеть.
Получается у меня веточка, и добавлю голубые стразы. Можно, собственно, этого и не делать, но хочется вот голубой цвет подчеркнуть еще в самом ободке. Ну вот, друзья, веточки мои готовы. Какой вариант нравится вам больше? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Выслушаю все советы. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео. И встретимся на следующих видеоуроках. Всего доброго, пока-пока.